Ну что, буду бить, ребята, заодно, если кто-то не видел, повторю, как говорится, прочитай про его лор, покажу его дроп, ребят. Да, на нем даже не буду юзать, ребят, банки. Мне кажется, он плюшевый, я не помню, но мне кажется, он плюшевый. Так, кого тут? Не буду бить даже никого из этих вот терзателей. Разрыватель, по-моему, тут. Да, вот этого только надо убить, по-моему, насколько я помню, блядь. Он это... Он сильный вроде. Так, хасту. Или не жрать хасту. Ладно, жри хасту. Уж совсем без хасты нельзя, ребят. Хаста слишком... если не хасту не язык, ребят, умеет инквизит... Сейчас... почитай, блин. Сейчас вот этого охранника убью, мелкого, ребят. Одного. Тут один только охранник опасный. Вот этот вот разрыватель душ. Остальных трех, ребят, не буду бить вообще. И встану, ребят, к РБ. Вот так сзади встану. Сейчас он умрет. Вот так встану, ребят, знаете как? И буду бить их всех. Блять, они меня облетели. Ну, это нечестно. Это нечестно. Нет, я хочу встать, чтобы бить всех вас, ребят. Стойте там, не летите ко мне. Не летите, блядь, ко мне. Так, вот, ребят. Сейчас воробу шифтануть его. Статы его показать. Так, побегу МПшечком. 189 по атаке, 385 по деф, 400 скорость атаки. В общем, ничего такого сложного. Вот, ребят, бьем только его. Значит, 248-249 тысяч хп, как у всех 35-х почти. Читаю, ребят, что у него. Мифриловый кинжал, ребят, БСД, ножик. Куски не буду читать. Вот. Перчатки мудреца, ребят. Перчатки мифриловые, латные сапоги. Это все БСД броня. Сапоги из кожи саламандры, кстати, прикольно подходят к верху саламандры. Ну, то есть для красоты. Это все БСД ботинки, штурмовые сапоги, ребят. БСД, то есть лучше брони на D нет, чем вот эти перчатки и сапоги. Краска, мудрость, дух, название 226, цвет репутации клана, ребят. О, у него еще Next есть. Вот, рукавицы Огры, кстати, которые были на мне на силах плюс 3, прикольно. Они под бригу подходят вообще. И от 3 до 9 свитков модифицируют доспех, ребят, уже цешный. Ну, все, ребят, 33+. Вы заметили там, сколько охранников осталось? Что они все подохли, но не все еще, да? Короче, дроп нормальный для этого РБ. Хотим кинжал, ребят, чтобы на клеймерах поменять. Клеймеры будем перетачивать. Хочу плюс 15 пушку сделать, хотя бы дэшную. Просто хочу. Вот. Пока плюс 7, ребят. Пока 9 штук, 9 клеймеров сломаны, плюс 7 пушек есть. Так, не умирают, да, они? Этот не умирает, этот не умирает. Ну не похеру, они мне, видите, ничего не делают, ребят. Я в бриге, кстати, я в бриге плюс 7 сейчас. Красу из бриги плюс 7, ребят. Шилочка смотрит и охуевает. Что тут происходит, бля? А мы тут бьем Ашерона, ребят, под бафом, ребят, святое оружие. А они... прочитать про него. Да-да-да. Ребят, да-да-да. Видите, уязвимых к священной атаке, ребят. А у нас что? У нас Holy Weapon, понимаете, да? Ну, то есть наш урон по нему идет больше. Ну, во всяком случае, должен. Потому что это работает. Это должно работать так. Потому что он нежит, ребят, ебаные. Но он демон. Демоны и нежит, ребят. И некоторые еще эти... Ну да, демоны и нежит, верно. Вот. И у него атака тьмы, ребят. Так, читаю про него. Так, он кто? Расы демоны. Противостоящие ангелам. Существа, изменяемые темными проклятиями, ребят. Также становятся демонами. То есть есть демоны, рожденные демонами, а есть существа, изменяемые темными проклятиями, тоже становятся демонами. Так, почитаю про него, ребят. Кто он, что он, почем он. Так, наведусь. Сейчас наведусь. Red босс уровень 20, уровень 35. Да, наемник, ребят, состоящий на службу у повелителя во время крестьянского бунта в Дионе. Однажды ему было сказано, что он может обрести вечную жизнь, собирая души и посвящая их Шилен. Убив бесчисленное число невинных крестьян, он вызвал отвращение в герцоге Эштоне, который в итоге приказал его казнить. Но даже после смерти его желание жить вечно было столь сильно, что он вернулся к подобию жизни в виде нежити. В настоящее время он прячется неподалеку от замка Дион и убивает людей. Ну, короче, такой вот тоже поклонник Шилен. Кто-то ему сказал, что если будешь, блядь, собирать души людей, то бешеную жизнь получишь. И он пошел, блядь, просто убивать всех подряд, невидных крестьян. И даже вот этот, ребят, герцог Эштон, который тварь конченая, кстати. Помните, мы про него читали? Герцог Эштон, который просто своих этих
убивал тоже работников, блядь. Как их, фермеров там было написано, вот, ребят. И даже герцог Эштон, даже у него вызвало отвращение, ребят, когда приказал его казнить. А казнил его, ребят, Гильотин, которого мы тут убивали. Гильотин, так зовут одиночку босса скелета, помните? Он его казнил. А того убил сэр, призрак сэра, мы тут еще били, помните? Призрак сэра, как его, блядь, забыл. И вот этот сэр, ребят, он убил того Гильотина. Тут все связаны, представляете? Тут лор очень связан с ХРБ. Это очень прикольно, согласитесь. Да, мы этого уже били, я про него читал, но мало ли кто-то, ребят, не смотрел, да, прошлые еще походы и не видел именно этого рэпа. Я по нему даже видос отдельно, по-моему, делал, нарезку точно. Не буду бить, посмотрим, смотрите, не буду бить этого разрывателя, но он сильнее других, ребят. Он единственный сильнее. Остальные эти духи бесполезны, а этот сильнее. Так, я, кстати, у меня баф-то слетел. Я сейчас как-нибудь грамотно встану, чтобы бить и разрыватель тоже. Встаньте. О, все, он перебежал сам. О, смотрите, видите, он пизды получает. По ним прям видно, видите, урон идет. Охуенно встали все они. Смотрите, ребят, сейчас 2-3 охранника сдохнут, смотрите, пока я бью босса. Вот это скилл, ребят. Ну, не устану повторять, этот скилл, он охуенен, блядь. Так, ну что, стоечку, ребят, пока манна есть. Вот. Поэтому, ребята, лор это интересно, реально. Вот когда ребята мне сказали, PUBG, еще Катилейра, мол, а что ты не читаешь этот лор? Я правда и начал читать, ребят. И сейчас везде, у всех РБСов все, ребята читают. Потому что людям интересно. И тут еще, знаете, как интересно, что он связан. Вы идете от одного РБ к следующему, а у него лор связан. Это я вам сейчас рассказал, да, как бы, ну, потому что мы уже их проходили. То есть этот вот убивал христиан, и герцог Эштон приказал его казнить. Его казнил другой РБС, который Гильотин зовут. Того убил призрак сэра, какого-то там, не помню, блядь, Калибуса. Вот. Сэр Калибус был рыцарем и убил того Гильотина за то, что он, ребят, очень много казнил невинных фермеров. А Калибуса убил сэр вот этот граф ебучий, как его там зовут, блядь, забыл, герцог Эштон. Вот, герцог Эштон казнил Калибуса, ребят, за то, что он убил Гильотина. То есть все замешаны, все они связаны, прикиньте, тут ЕГЭ. Все ЕГЭ вот эти. И сейчас мы пойдем к последнему, к пятому, который самый дальний. И может у него тоже история может быть связана, я просто его историю не помню. Так, тоже хочу поиграть в Ла-2, только на телефоне Ла-2 нет нормального порта. L2 игры, 1 ГГ, Lineage, 1 ГГ Lineage, М ток на Азии, перевод на английском, но там автобой это отталкивает. Да, ребят, из-за этого, вот искатель, из-за этого мы играем на флишках, а не на оффлайн, не на офф-сервере, не на официальном. Потому что этот Essence, ребят, с автобоем, блядь, ты приходишь, там бегают какие-то люди, они что-то спойлят, блядь, ну, короче, бьют мобов, блядь. А людей-то нет там, понимаешь? Ты такой что-то спрашиваешь и с кем-то разговариваешь, а тебе никто не отвечает, это роботы, блядь. Понимаешь? Это, понимаешь, игра не про это. Сами корейцы засрали ее, потом все-таки, видите, все охранники сдохли, блядь, кроме одного, видите? Они просто попали под скилл, я же их не бил. Вот, поэтому мы играем вот здесь, нам нравится здесь, потому что это старый интерлюд, но с обновлениями, как бы так смешно так говорят люди, ну типа прикалываются, но реально это так и есть, это уже не совсем интерлюд, даже совсем не интерлюд, но на базе интерлюда, новый клиент, то есть клиент красивый, например, в интерлюде вы не шифтанете РБ, понимаете, в интерлюде вы не посмотрите вот так дроп. Там нужно наводиться на маленькую эту хуйнюшку, всплывет список такой, список всплывет такой, знаете, нихуя непонятный, блядь. Вот. Здесь же можно шифтом РБ, посмотреть его статы, посмотреть его дроп, понимаете, вот этого нет ничего на интерлюде. Вот это клиент, это клиент просто, понимаете. То есть клиент взяли новее, скиллы новее, переебанные, изменили, там что-то добавили, кому-то, у кого что-то отменяли. С чем-то объединили, ребят. Вот поэтому интересно здесь. А на оффе, ну, что происходит на оффе? Все за деньги, то есть, если ты реально миллионы не вложил, то ты никогда рулить не сможешь. Здесь можно жопой часами, ребят, то же самое заработать. Всегда было в линейке так, что жопой часами можно заработать то, что ребят продаются за игровые ценности, то, что могут
Например, просто донаты могут, ребят, быстрее качнуться. Понимаете, да? У них больше денег, например, на точки купить на рынке, ну, к примеру, да, он донил нахуй и поменял на Дену, да, или купил точки себе, да, у него будет больше шансов. Но у вас этот шанс никто не отнимал. Просто у вас, если вы не донатер, да, или по мелочи донатите, там, например, на прем-карту, она выгодная. Ну, не прем-карта, а это клубная карта. Из-за того, что бафы, ребят, на час, из-за того, что перелеты, а на новые серваке, ребят, кто за что открывается, февраля, клубную карту добавили еще сонат. Мне кажется, это перебор, но они типа порезаны. Но, ребят, представляете себе, сонаты на час. Да хуй с ним с порезанными процентами, блядь. Но они на час, нахуй. Представляете, блядь, у вас песни на час. Ну какие-то такие, типа не очень значительные, они хуй повышающие ваши показатели. То есть давай в клубный баф. Это вот как бы вот такое. Я считаю, это уже не нужно было делать, но чтобы клубную карту покупали. А знаете, почему это сделали? Потому что объединили всех энчантеров. То есть, представляете, Варк будет знать танцы и песни, блядь. Вот так я просто скажу вам, ну, чтобы вы понимали, что это такое. То есть, ППшка, Варк, ППшка, короче, Варк, Овер, БД, СВС, да, будут иметь все одинаковые бафы. Будут свои у них еще солты, которые будут отличаться от других, да. Но все остальные и бафы, и песни, ребят, объединят. То есть и баферов объединяют танцорами. И, короче, вот такая капуста. Из-за этого им пришлось, чтобы клубную карту кто-то покупал, добавить туда вот эту. С успешным завершением. Так, да, Беловером. Съебитесь, блядь. Съебись отсюда. Я убил уже твоего этого. Слушай, смотри, еще продолжать бить. Это пиздец бесит, нахуй. Вот такой РБ, мы его быстренько вынесли, ребят. Перчаточки, кстати, мифриловые. Мифриловые перчатки, клинок мифрилового кинжала. Эфир доспех С 5 штук. Ой, перчатки мудреца. Целый перч, двое перчи, ребят. Все, электи выпало. Шилочка наша, как всегда, проявляет свой фарт. Говорит нам, как бы, ты бьешь РБ, а дропчик мне. Ну, рандом пати, блядь. Так, давайте заберем.